Зеленский обрушился с критикой на лидеров Запада. В России говорят о распаде страны, а Испания уходит под воду. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Премьер-министр Словакии Фица уверяет, что ЕС не может без России. Скандальное заявление об усталости от войны и желании оказаться на параде в Москве. Зеленский раздражен поведением Запада и заявляет о сливе секретной информации, что еще разозлило украинского президента. Как понимать эти сообщения? Поиск виновных и разговоры о развале страны. Предупреждение и заявление Госдумы РФ. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Зеленский обрушился с критикой на лидеров Запада. Он был возмущен и буквально раздражен, когда отвечал на вопросы журналистов Северной Европы. Президент акцентировал внимание на том, что Украина получила лишь 10% от пакета помощи, который давно был проголосован в США. Признался, что западные партнеры Украины говорят, что Киев хочет слишком много, когда представляет свой план победы. Зеленский во многом не понимает поведения союзников Украины, говорит о недостаточной реакции на действия России. Кроме того, Зеленский намекнул, что произошел слив информации из секретных приложений плана победы, в которых говорилось о том, что Украина запросила дальнобойные ракеты «Томагавк». Когда большое количество стран начали поддерживать план победы, вы видите, что сейчас происходит в СМИ. Они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, такие как томагавки и так далее. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального. Зеленский также задал вопрос, что будет делать Украина, Запад и США, если КНДР направит на украинскую линию фронта 100 тысяч человек. Этот вопрос остался без ответа. В то же время в Сеуле считают, что Россия может стать реальной угрозой для Южной Кореи из-за отправки военных КНДР под Курск. Тот факт, что Северная Корея добровольно направила свои войска в Россию, может означать, что если на Корейском полуострове возникнет чрезвычайная ситуация, российские военные могут вмешаться, чтобы помочь Северной Корее, и это может представлять угрозу для Южной Кореи. Южная Корея поддерживает особые отношения с Россией и развивает двусторонние связи с ней посредством различных дипломатических обменов и сотрудничества в качестве страны-союзника. Однако Россия становится угрозой не только как соседняя страна, но и как реальная угроза для Южной Кореи. Распад России, страх спикера Госдумы РФ. Выпускник Саратовского института механизации и сельского хозяйства, инженер-механик Володин в последние недели озвучивает причины, по которым развалился СССР, при этом постоянно намекая на то, что сценарий может повториться уже сейчас с Россией. По мнению Володина, СССР развалился из-за того, что партия с монополией на власть забыла о народе, цитируют спикера российские пропагандисты. Когда мы начинаем говорить о тех же 90-х, приводя в пример фамилии предателей, негодяев, тех, кто допустил развал Советского Союза, почему мы не говорим, откуда они появились? Они же появились из недр правящей партии, КПСС. Ну, для чистоты отношений это надо сказать. Именно по этой причине развалился Советский Союз, из-за предательства. Володин уверяет, что РФ сейчас должна взять лучшее из советского этапа развития страны и из царской России. Интересно, но о нынешней партии с монополией на власть Володин не говорит. Отмечу, что буквально 2 недели назад Володин заявил, что СССР развалился после показа фильма «Интердевочка». Год назад спикер Госдумы называл целых 3 причины: неэффективность системы, экономической модели, а также из-за ошибки Конституции СССР. В 2021 году Володин также думал о том, почему развалился Союз, вновь намекая на то, что по этим причинам может произойти распад России. Тогда во всем были виноваты США и Европа. Кроме того, депутаты Госдумы, как Володин, также проводят параллели между прошлым и настоящим и считают, что узкие джинсы, джаз и стиляги также привели к распаду Советского Союза, а поэтому уже сейчас есть угрозы и для России. Напомню, Путин считает развал СССР трагедией и распадом исторической России.
А что сейчас может стать причиной развала РФ и почему в стране так этого боятся? Как вы считаете? Напишите свое мнение в комментариях. Распасться может и медиабизнес пропагандиста Соловьева. Он уже стал главным лузером нового телесезона в России. Об этом пишет издание «Можем объяснить». Программа Соловьева с начала сентября этого года ни разу не попала в рейтинг даже топ-50 самых популярных телепроектов недели. Хотя ранее Соловьева смотрели, но сейчас достижений нет. «Можем объяснить» уточняет, что молодая аудитория не смотрит программы Соловьева. И с начала нового телесезона его шоу на России-1 ни разу не попадало в топ-100 целевой аудитории в возрасте от 18 до 54 лет. А телеканал «Соловьев Лайв» в этой же аудитории занимает последнее место по всем рейтингам. К Скабеевой на интервью по видеосвязи пожаловал премьер-министр Словакии Роберт Фица. Говорит, что уже скоро может побывать с визитом в Москве. Готов приехать в мае на парад. Уверяет, что это его личный долг. Фица уже в традиционной для него манере раскритиковал Украину, а не Россию за вторжение, и заявил, что на Западе устали от войны. ЕС нуждается в РФ, а РФ нуждается в ЕС. Война на Украине однажды закончится. Любая война заканчивается за столом переговоров. Наш долг — создавать условия не для установления нового железного занавеса между Российской Федерацией и Европой. Наш долг — создавать условия для того, чтобы отношения между не только Словакией, но и всем Евросоюзом и РФ пришли в порядок, потому что политика железного занавеса для меня абсолютно недопустимо. А то, что нас порицают, я уже привык, что меня довольно часто порицают за мои политические взгляды. Но у нас в Словакии иногда говорят, что молнии бьют только в самые высокие деревья. И вы, конечно, понимаете это сравнение в Российской Федерации. Тем временем в Германии обсуждают новое назначение. Генсеком правящей партии, членом которой является Шольц, теперь стал соратник друга Путина Шрёдера Матиас Мирш. Он уже успел попасть в скандал из-за хвалебных од в адрес Шрёдера. В издании Bild заявили, что такое поведение нового генсека – это насмешка над жертвами войны в Украине. В Кыргызстане женщина борется за своего сына, которого в России объявили дезертиром после отказа воевать против Украины и побега из воинской части. Теперь кыргызстанка просит власти республики не выдавать мужчину на растерзание российской правоохранительной системы. Россия же считает Самата своим гражданином и настаивает на выдаче уроженца Кыргызстана. Мать подозреваемого рассказала, что она с мужем работала в России, там получили паспорта, но сохранили гражданство Кыргызстана. А вот сын получил документы РФ, когда ему исполнилось 14 лет, но большую часть все же прожил на родине. Повзрослев, в 2019 году Самат пошел на срочную службу в армию РФ, а затем подписал с Минобороны контракт. Пытался разорвать его до начала полномасштабной войны, но не мог, а после вторжения подписанные контракты указом Путина автоматически стали бессрочными, поэтому парень и бежал из части. Сейчас он находится в СИЗО Бишкека. Беларусь необходимо освободить от режима Лукашенко. Об этом в Исландии заявила лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская. На пленарном заседании Северного Совета она напомнила, что сейчас в тысячах белорусских семей есть политические заключенные. 500 000 белорусов были вынуждены выехать из страны, и даже за рубежом они не чувствуют себя в безопасности, так как силовики Лукашенко разыскивают их через Интерпол, лишают паспортов. Другие же граждане уже внутри страны часто становятся заложниками КГБ. Честно говоря, сейчас очень трудно удерживать Беларусь на международной арене, на повестке дня, потому что в мире происходит столько кризисов. Но для нас жизненно важно освободить Беларусь от режима Лукашенко. Представьте себе батарейку, которая изнашивается за 4 года борьбы. Это действительно сложно. Наша батарейка становится все слабее и слабее. И каждый акт солидарности, каждый пакет помощи для нас, как подзарядка. Нам гораздо легче бороться, когда мы чувствуем, что мы не одни. Европейский Союз готов помочь Испании, которая столкнулась с самым разрушительным наводнением за последние 3 десятилетия. Причиной национальной трагедии стали проливные дожди в Валенсии. Известно о как минимум 60 погибших.
То, что мы видим, разрушительно. Целые населенные пункты в грязи. Люди ищут спасения на деревьях и машинах, сметаемых яростью вод. Десятки людей погибли, тысячи людей эвакуированы. И поэтому наши мысли с жертвами, с семьями и их друзьями, а также со спасателями. Спасатели неустанно работают, чтобы спасти как можно больше людей. И Европа готова помочь. Друзья, на этом все. Не забудьте, пожалуйста, оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.